Последнее время я совсем закрутился. Развод, новый роман, купил квартиру. Надо сделать ремонт, расставить мебель. Ни на что не хватает времени. Была мысль съездить к родителям. Они зовут уже не первый месяц. Отец совсем плох. Вроде прикидываешь, строишь планы и графики, а в результате обнаруживаешь себя сидящим в ресторане. Очередная тусовка, очередные подвыпившие девушки. Кто-то просит замолвить словечко, кто-то рассказывает о своих проектах и планах, посвящая тебя в невероятную тайну собственной гениальности. А ты сидишь и понимаешь, что опять все самое важное отложено на потом. Выпито прилично, мозг обложен ватой, жизнь протекает мимо, словно темные воды вечерней Ахтубы, где мы когда-то любили отдохнуть в студенческие годы. Я тебе говорю, что с Рыжей у тебя нет перспектив, ни у кого нет. Она не умеет работать в команде, грабит своих и чужих. Этот проект мы с тобой вместе придумывали еще в студенческие годы. Я не мог его предложить, чтобы она об этом не узнала. Но ее наглость не знает границ. Мне уже стуканули, что она собирается его полностью присвоить и заявить, что это ее идея. Проект уже одобрен, о нем уже знают наверху. И он понравился. Тот, кто его возглавит, обеспечен на всю жизнь. Но получается, что ее слово против моего. То, что это наш проект, люди знают. Но твое слово имеет большое значение. К тому же проект общий. Мы с тобой его придумали. Мы и должны его возглавить. Под него финансирование уже есть. То, что она говорит, что это ее проект, это наглость. Не понимаю, на что она рассчитывает. Завтра на совете я назову ее воровкой, а ты должен будешь меня поддержать. У тебя же и черновики есть. Вдвоем мы сможем доказать, что это наш проект. Завтра мы Рыжую уничтожим. Вообще странно то, что она надеется, что ты не скажешь правду. Ты у нее на ставке сидишь, и она рассчитывает, что ты ей отдашь свою идею, в которой мог бы сидеть на проценте? Почему она уверена, что ты сумасшедший? Некоторое время я сидел молча, глядя на бокал с виски. Медленно поднял голову, посмотрел на своего старого товарища. Губы мои скривила усмешка, я сказал. Проблема рабовладельцев в том, что они со временем начинают верить, что рабам нравится быть рабами. Кстати, да, возможно. Что ж, полагаю, сегодня мы празднуем отвальную. Завтра телевидение потеряет очередную Грымзу по кличке Рыжая. В добрый путь. Я взял свой стакан и допил виски. Казалось бы, простой разговор с очевидным финалом. Надоевшая всем Рыжая и старый студенческий друг. Развращенная властью на телевидении Рыжая уверена, что ее поддержат в ситуации, в которой она чувствует себя максимально неустойчиво. Неужели она искренне верит, что ее подданные не воспользуются моментом и не избавятся от своей госпожи? Рыжая не просто противная, наглая и истеричная особа. Она противная, наглая и истеричная особа, которая сама о себе это очень хорошо знает. Как же она могла поступить столь опрометчиво? Это произошло много лет назад. Машина ехала по ухабам проселочной дороги. За рулем сидел усталый, сидеющий водитель. Рядом с ним на переднем сиденье молодой симпатичный парень в дорогой темной рубашке и брюках. Если водитель не отличался от любого другого работяги, выбравшего своей трудовой Нивой крутить баранку, то пассажир, надо сказать, внешность имел приметную. Узкое скуластое лицо, темные глаза, густые черные волосы. Он был привлекательным молодым человеком и чувствовал, что знал себе цену. Но не сама внешность была его визитной карточкой, а то, что ее сопровождало. Все его тело было разукрашено таинственными картинками и образами. На кистях рук, постукивая костяшками, сбились множество веревочных и кожаных браслетов. Они были сплошь усеяны монетками и искусно вырезанными костяными символами. Несколько цепочек на шее, а поверх них два увесистых ожерелья. Поверх рубахи толстая веревка с бляхой, на которой, поблескивая в лучах восходящего солнца, красовался таинственный знак, в центре которого можно было различить очертания пентакля. Помимо этих украшений, тело молодого человека покрывали татуировки. Густые волосы в нескольких местах были собраны в кисточки, перехваченные резинками, также украшенными маленькими костяшками и монетками. Любой, кто увлекался в то время различными шоу про магов и экстрасенсов, легко узнал бы этого парня. Можно было смело сказать, что в то время он был восходящей звездой магических поединков и телешоу. Я в то время подвязывался к разным проектам киноиндустрии. Мне это нравилось, и, надо сказать, там неплохо платили. Когда удавалось найти спонсора, считай, нашел клад. Оплата будет щедрой.
Проблема лишь в том, что это короткие деньги. Всю жизнь тебе так зарплату платить не будут. Закончится проект, и тебя из него выкинут, и все. Ищи новый. По сути, это область фрилансеров. Свидетелем истории, которую я сейчас расскажу, был я сам. Вряд ли поверил бы, если бы мне ее рассказали другие. Так что не буду осуждать того, кто мне не поверит. Это ваше право. Могу сказать только одно. Я видел то, что видел. И видел это не я один. Но вряд ли кто-то еще решится поделиться воспоминаниями. Я увидел эту старуху уже когда она приехала на съемочную площадку. Но у ее появления была предыстория. Эта предыстория имеет важное значение. Мне ее рассказал как раз водитель. Мужик это был простецкий, деревенский, исполнительный, лишних вопросов не задавал. Работяга. Его ценили. С него-то все и началось. По идее, на нем бы все и закончилось. Принимаем в тот момент решение, эта история осталась бы в виде старушки на дороге. Но ведь он вез восходящую звезду. Впрочем, обо всем по порядку. Словно из воздуха на дороге образовалась фигура. Немного несуразная, скособоченная, в длинном черном платье и темном платке на голове. Как рассказал водитель, Серега, поначалу он подумал, что это куча мусора. Вообще, загородные проселочные дороги отличаются большим количеством стихийных помоек. Вот одна из таких куч и породила странную фигуру. Серега готов был поклясться, что ничего живого за мгновение до появления на дороге старушки он не видел. А он опытный водитель. Когда он мне рассказывал о появлении этой старухи, то буквально бил себя в грудь, утверждая, что настоящий водила всегда чувствует, что впереди есть кто-то живой. Это на уровне подсознания. Приводил примеры и рассказывал мне массу историю, как заранее сбавлял скорость перед тем, как ему под колеса выскакивал какой-нибудь человек. Серега клялся и божился, что если бы старушка там была давно, он бы это почувствовал. Для него не надо видеть, для этого даже периферического зрения не требуется. Мол, бывало в его практике такое, что он сначала сбавлял скорость и только потом начинал искать глазами причину своих опасений. Но в этот раз сгорбленная фигура оказалась перед капотом совершенно непредвиденно. Едва ли не двумя ногами Сергей ударил по тормозам. Машина остановилась и заглохла. Пока Серега сжимал зубы, стараясь не проронить пару увесистых слов в присутствии восходящей звезды магии, сидевшей на сиденье рядом, старался сообразить, в каком положении находится ключ в замке зажигания, переключал скорость, разбирался с педалями. В это время старушка, коротко глянув в его сторону, плавно подплыла к дверце пассажира. Она уставилась на Виталика внимательным взглядом темных глаз. Честно говоря, нашего колдуна звали не Виталик, но я все же не стану называть настоящих имен, так как эти люди не давали мне права на данный рассказ. Пусть он будет Виталиком, к тому же внешне ему бы очень подошло это имя. Мое, по крайней мере, такое мнение. Старушенция уставилась на Виталика через стекло. Тот сначала искоса посмотрел на женщину, отвернулся, затем снова глянул. Ее прямой взгляд заинтересовал его, и, приоткрыв окно, Виталик спросил: «Вы чего-то хотели?» «У вас сила чувствуется», — внезапно сообщила женщина. «Вы занимаетесь магией?» «Ну...» — Виталик смутился. Его губы расползлись в широкой застенчивой улыбке. Он посмотрел на водителя, видимо, ожидая, что тот представит звезду народу, но Сереге было не до маркетинга. Когда машина заглохла, он, продолжая давить на педаль, видимо, залил свечи и теперь пыхтел над замком зажигания, пытаясь поймать стартером искру. Машина лишь завывала электромоторчиком, но оживать не хотел. Серега нервничал и на разговор не реагировал. От простого деревенского мужика в такой момент, задавая ему вопросы, можно получить далеко не тот ответ, на который рассчитан. Виталик не зря считался хорошим магом и сильным психологом. Он не стал искушать судьбу и вновь повернул голову к старушке. «У нас проклятие в деревне», — напрямую сообщила о проблеме старушка. Проклятие? В голосе Виталика можно было заметить любопытство. Люди умирают в 33 года. Все, кто побывают на месте старого кладбища, доживают только до 33 лет. Это то, которое за лесом? Да, тут недалеко. Старушка оглянулась, прикидывая направление, махнула рукой. Там. Нельзя туда ходить, покачала головой старушка. Кто там был, тот недолго прожил. А вы там не были? Была, очень легко и беззаботно ответила старушка. Виталик слегка улыбнулся и что-то хотел сказать, но передумал. Вообще речь старушки была странной.
Она то говорила с трудом, подбирая слова, сильно окая, то вдруг начинала тараторить легко и непринужденно. Виталик повернул голову и посмотрел на Серегу. Тот все еще возился с зажиганием. В этот момент он как раз потянулся к ручке двери, чтобы выйти на улицу. Виталик проводил взглядом водителя, направляющегося к капоту. Безучастно проследил, как тот открыл капот и принялся там что-то дергать и качать. Вновь повернул голову к старушке. «А почему вы думаете, что я смогу вам помочь?» «Бабка моя колдовала немного», — спокойно, словно ждала этого вопроса, ответила старушка. «Научила меня чувствовать, у кого сила есть. У тебя есть сила». Когда Серега вернулся за руль, бабка уже была в машине. Сумела старушенция заболтать Виталика. Даже в этой ситуации Серега пытался избавиться от попутчицы, но Виталик был неумолим. Тут надо понимать, как устроены съемочные площадки. Те или иные проекты. На съемочную площадку попасть постороннему человеку практически невозможно. Прийти на площадку, что называется, постучаться и войти, такая опция отсутствует. Нет для посторонних ни офисов, ни приемных. Иначе желающих было бы слишком много. Любой, кто попадает в подобное шоу, будьте уверены, пришел туда не с улицы и не по объявлению. Это всегда рекомендации. Только по знакомству можно оказаться у этой золотой жилы. Сами идеи тех или иных шоу – вопрос технический. Шоу придумать не самое сложное дело. Самое сложное – получить финансирование. Но и его получают не в офисе, а, как говорится, во время кулуарных обсуждений. То есть одни люди общаются с другими и решают, как распределить финансовый поток. Сам финансовый поток – это уже отдельный разговор. Где, как, в каких странах я не знаю, но что касается России, все потоки бьют в виде черного золота. Кто золото распределяет, тот и заказывает музыку. Потоки распределяются в сторону тех людей, которые знакомы лично. Они, в свою очередь, действуют согласно тому же алгоритму. Так что любое шоу – это не какая-то отдельная вселенная. Это финальная площадка для реализации инвестиций. Надо ли говорить, что любая внутренняя цензура строится исключительно на приоритетах и предпочтениях тех, кто все оплатил. Это не значит, что этот человек сильно интересуется, какой маг, какую кошку в какой темной комнате сумеет найти. Это как раз его мало беспокоит. Он и сам многим магам дал бы фору. Если бы маги находили нефть и пускали ее в правильные карманы, то миром правили бы маги. Но зачем я все эти тонкости рассказываю? Чтобы было понятно, что на площадку телешоу попасть с улицы невозможно. Площадку любого телешоу очень хорошо охраняют. Бабуленция, которая пришла бы с кем-то поговорить и что-то интересное рассказать, даже если эта тема являлась бы профильной для телешоу, даже если бы она была невероятно интересной, шансов у бабули не было бы никаких. Это так не работает. Человек с улицы не может зайти ни в кабинет высокого начальства, ни на съемочную площадку телешоу. Потому что по сути это одно и то же. Однако бабуля сумела попасть на площадку. Можно предположить, что это стечение обстоятельств. Но, увы, на этом история не заканчивалась. Правильно будет сказать, что с этого она только началась. К данному проекту я подвязался в качестве массовки. Мог изобразить местного жителя, погрузочной работы тоже на мне, ну и, можно сказать, на подхвате, разнорабочий. К этому моменту я был знаком со многими воротилами шоу-бизнеса. Многих знал я, многие знали меня. В этом и суть. Мы готовились к очередной сцене. Задумка была такая. Новые претенденты на роль магов должны были пройти небольшой конкурс с угадыванием фотографий. Это когда фотографии повернуты к ним обратной стороной. Маги должны определить, что изображено на фотографиях. А дальше, оттолкнувшись от своих выводов, перейти, что называется, на натуру. Свет был выставлен, роли распределены. Наша новая молодая звезда должна была приехать из гостиницы. Этой звездой и был Виталик, а вез его Серега. Вот, собственно, так и началось мое знакомство с этой старушкой. Серега зарулил на парковку, навстречу вышла помощник режиссера, молодая девушка. Она должна была дать Виталику первые инструкции. Увидев, что в машине кроме Сереги и Виталика находится посторонний, она некоторое время находилась в растерянности. Не знала, как на это реагировать. Ее выручил Виталик. Он буквально светился от воодушевления. Его голова была наполнена какими-то невероятно интересными идеями, коими он стремился поделиться с каждым встречным.
Так как помощник режиссера была девушкой более исполнительной, нежели одарованной в вопросах потусторонних, то Виталик не уделил ей много времени. С порога он сообщил, что у него есть невероятная находка, наткнувшись на пустой непонимающий взгляд больших светлых глаз, торопливо отмахнулся и побежал к административной группе. И там уж он вывалил все свои идеи. Дальше по сюжету немая сцена. Рядовые сотрудники продолжают свою работу, но и они начинают двигаться медленнее. Замечают повисшее напряжение, оглядываются, ища причину, и вот их взгляды устремляются на командование. Начальство что-то обсуждает, посматривая искоса. Директор собрала стремительный консилиум, все ждут ее решения. Администрация, что баран на новые ворота, уставилась на старушенцию. Сотрудники уставились на администрацию. Плавно переводят взгляды туда же, куда и начальство. Между главным предметом внимания и теми, кто на него смотрит, размахивает руками Виталик. Он уже перестал говорить и размахивает руками по инерции, как одинокий рыболов на оторвавшейся льдине. Директор жует губы, помощница листает какие-то бумаги в папке. И тишина. И тут в этом мире оцепенения раздается тихий, но уверенный голос пожилой женщины. Виновница торжества решила спасти ситуацию. То, что к ней было приковано внимание, она словно и не заметила. Но в то же время она заговорила, понимая, что ее услышат, заговорила тихо, но очень четко, разборчиво. Она сообщила: «Мне сказали, что здесь есть сильные маги, и я тоже немного умею». «Что вы умеете?» – поинтересовалась второй режиссер. «Ну как это? Как это у вас называется? Волшебства всякие». «Какие волшебства?» Полным искреннего недоумения голосом поинтересовалась директор проекта. «Ну так это, колдовать там, угадать там, чего-нибудь этакое». «То есть вы экстрасенс? И экстра?» «То есть у вас есть особые способности?» – протянула директор и уточнила. «Паранормальные?» «Я нормальная», – сказала старушка. «Вы приехали колдовство всякое делать на кладбище. И вот вы уже на кладбище побывали. Я хотела сказать вам, что на кладбище ходить больше не надо». Директор у нас была женщина суровая. Да и внешность имела под стать своему характеру. Информация доходила до нее медленно, у нее и без старушенца дел хватало. Лицо ее неспешно озарилось пониманием. Рыжая была скора на расправу. Рыжей директора называли из-за ее волос. Огненно, словно сплав меди, тяжелые пряди окаймляли немного грубоватое лицо. Когда до нее начал доходить смысл происходящего, ее любопытство плавно перекочевало с незваной гости на виновника данного торжества. Взгляд недовольных глаз остановился на растерянном Виталике. Директор скривила губы и чуть выдвинула нижнюю челюсть в сторону. Было ясно, что ей требуется жертва. Но Виталик на эту роль не подходил. На Виталика были другие планы. Карающий взгляд поплыл в сторону Сереги. В тот момент, когда уже все ждали коронной фразы «Ты уволен?», и рот рыжий начал приоткрываться, тишину нарушила старушка. Пожилая женщина, которой на вид было лет под 80, медленным, едва слышным шагом подошла к рыжей. Она смотрела ей прямо в глаза, это был странный взгляд. Он не был пристальный, не был тяжелый, казалось, даже был мягким и приветливым. Ее губы разомкнулись, а уголки их слегка приподнялись. Ее сухому, немного обвисшему лицу это придало выражение пренебрежительной насмешки, но глаза не выражали насмешку, в них не было превосходства, они смотрели ровно, спокойно. Это был спокойный, холодный и в то же время очень мягкий взгляд. Едва слышно старушка сказала: «Ведь здесь ты главная, ты принимаешь решения». Она помолчала, ожидая, когда рыжая вернет ей внимание. Та вновь повернула голову к старушке, удивленно свела брови. Явно рыжая не считала старушенцию своим собеседником. Но у старушки было иное мнение, коим она и поделилась. «Вы играете в чародеев и колдунов», – спокойно произнесла она. «А я играю в обычного человека. У каждого своя роль. Сегодня я предлагаю сделать иначе. Я сыграю ведьму, а вы обычных людей». Надо было видеть лицо рыжей. Если бы я что-то сделал такое, что могло вызвать на ее лице подобные эмоции, я бы не стал ждать, что последует дальше. Я бы дал дёру. Если она сводила брови и выпячивала нижнюю челюсть, то это означало, что она может кого-нибудь не просто уволить, а заодно снабдить волчьим билетом. Так что больше в данной сфере человек никогда никуда не устроится. Связи у нее для этого хватало.
И вот сейчас я видел, как ее нижняя челюсть выдвинулась вперед. Оттопырилась губа, брови она свела так сильно, что казалось, они коснулись друг друга. Кожа на висках натянулась, вот-вот лопнет. Края губ расширились и медленно начали поглощать окружающий воздух, наполняя легкие огнем бешенства. Мне кажется, я в тот момент даже зажмурился ненадолго. Однако, рыжая ничего не сказала, потому что старушка продолжила свою речь. Ее тихий голос произнес: «Договоримся таким образом», — сказала старушка. «Ты мне даешь любое задание из тех, что обычно выполняют твои маги и чародеи. Если я это задание выполняю, то выполняешь одну мою просьбу. Если я не справлюсь, то я выполню любую твою, абсолютно любую». Гнев мешал рыжей в полной мере понимать смысл произносимых фраз. Но что-то из сказанного она, видимо, уловила. Старушка решила, что не помешает наглядный пример. Повернулась, коротко глянула вокруг, заметив стенд с фотографиями. Это были как раз те фотографии, которые мы приготовили для следующей сцены съемок. Там было несколько изображений, подойдя с обратной стороны к которым маг должен был угадать эти изображения. Старушка едва заметно качнула головой, посмотрела на рыжую и сказала: «Я покажу». Рыжая молча проводила взглядом старушку. Трудно сказать, что на нее произвело впечатление. Никому она не дала бы перехватить инициативу в разговоре в момент своего гнева, но здесь, видимо, сработало то, что она растерялась из-за возраста своей собеседницы. Не то чтобы она питала слабость к пожилым, но, думается, она прикинула, как будет выглядеть, если она отдаст команду охране вытащить старуху с площадки. Естественно, дело было не в сострадании. Тут простой расчет. На площадке полно народу, и далеко не все искренние и преданные друзья рыжей. Любой из этих сотрудников, всегда мило улыбающихся каждому ее слову, покорных и преданных, с огромной радостью при любом удачном случае воткнут нож в спину. А что может быть лучше холодной стали в спине? Ну, конечно же, доносы и наветы за глаза. История визжащей или того хуже свалившейся с инфарктом на съемочной площадке пенсионерки моментально уйдет в народ. Только и будет, что разговоров как рыжая вышвыривает пенсионеров на улицу. Потом еще окажется, что пенсионерка какой-нибудь ударник труда или заслуженный учитель. Или того хуже, чья-то родственница из местной администрации. И все, не отмоешься. Скандал дело хорошее, но только если он работает на тебя, а не против. Я готов был поспорить на что угодно, что в этот момент рыжая люто ненавидела Виталика. Не надо было быть и пророком, чтобы предсказать, что при первом удачном случае она с ним расквитается. Но сейчас надо было ситуацию выруливать. Тем временем старушка протоптала к развешанным фотографиям, осмотрела их, как-то кривовато и хищно улыбнулась. «Ну что?» – сказала пенсионерка. «Поиграем?» «Давайте». Поразительно легко согласилась рыжая. Кажется, ей стало любопытно. Она не удержала злой улыбки, которую словно рапиру обнажила в ответ на ухмылку старушки. Та, не глядя, подняла руку и ткнула кривым суховатым пальцем в одну из фотографий, сказала: «Это мужчина, его здесь нет. Это родственник вон того». Она ткнула пальцем в одного из сотрудников. Затем она качнула рукой и ткнула пальцем в следующую фотографию. «Цветы в горшке». Пара сотрудников уже успели подойти к фотографиям. Любопытство заметно брало верх над присутствующими. Надо сказать, и рыжая не была исключением. Практически все глаза были устремлены на парня с девушкой, которые смотрели на фотографии с обратной стороны от старушки. Парень повернулся к рыжей, утвердительно кивнул. Рыжая посмотрела на старушку и тихо произнесла: «Там есть фотографии с историей». Старушка слегка выпятила губы вперед, приподняла бровки и как-то нехотя пожала плечами. Она сказала: «История, конечно, есть, но знаешь ли ты, что это за история?» Рука ее плавно описала дугу и ткнула фотографию ближе к левому нижнему краю. «Молодая девушка, вы все здесь собрались из-за нее. Ее родственники должны подъехать и принять участие в ваших неумелых играх». Минуту старушка молчала, пристально глядя в глаза рыжей. Затем голова ее шевельнулась, и она обвела взглядом собравшихся. Она оценила взгляд каждого. Многие потом готовы были поклясться, что от ее взгляда холодели внутренности. Старушка пожевала губами, повернулась к фотографии, сдернула ее с крепления, повернула к себе и всмотрелась внимательно. «Интересная девочка, ох и интересная».
В этот момент она будто забыла о том, сколько народу на нее смотрит. Она бубнила себе под нос, как будто разговаривала сама с собой. Но ей судьбой было предписано, ничего хорошего ее в жизни не ждало. Не в том мире она родилась, не в то время, обречена с рождения. Она никому не верила, никто не верил ей. Мне она бы понравилась. Старушка повернулась к рыжей и некоторое время стояла молча, сведя брови. Такое впечатление, что она вспоминала, где находится. Рыжая усмехнулась и сказала: «Так что с ней случилось?» «С кем?» «С этой девушкой». Старушка перевела взгляд на фотографию, затем вновь глянула на рыжую. «Так в этой деревне все знают, что с ней случилось. И вы знаете?» Не меньше минуты старушка пристально смотрела на рыжую. Лицо ее замерло, будто окаменело. И вдруг губы начали расползаться в широкую улыбку. Но эта улыбка не излучала радости. Глаза сузились, ушки, казалось, заострились. Глухой звук вытек из дряхлой глотки, словно бурление или какое-то хрюканье. Тихий влажный рокот. Старушка шире открыла рот, запрокинула голову. Вот сейчас она должна была расхохотаться, но она не стала. Закрыла рот, опустила голову и посмотрела на рыжую из-под-лобья, слегка наискосок. «Я здесь не для того, чтобы говорить, что случилось. Я здесь за тем, чтобы вы узнали, что теперь будет». «Что же теперь будет?» – спросила рыжая. «Тебя сюда позвал, – сказала старуха, пристально глядя на рыжую, – влиятельный человек. Ты позвала меня. Теперь надо, чтобы ты сюда позвала его». «Вы хотите, чтобы я сюда позвала некого влиятельного человека?» «Того, кто предложил тебе провести здесь шоу», – уточнила старушка. Рыжая не проявила заметных эмоций, но для тех, кто ее знал давно, было очевидно, что слова старухи оказали сильное действие. Спустя минуту молчаливого диалога взглядами рыжая произнесла: «Вы сказали, что я вас сюда пригласила. Я такого не помню». «Ну ты же хозяйка этого шоу», – удивилась, даже пожала плечами старуха. «Меня позвала одна из твоих ведьм, а один из колдунов пригласил». Рыжей было нечего ответить, она скривила рот и слегка развела руки. Старуха не стала ждать наводящих вопросов, без лишних церемоний. Она ткнула пальцем в двух присутствующих. Сначала в сторону миловидной женщины в черном платье с амулетами на шее, затем в Виталика. Женщина едва не подпрыгнула на месте от возмущения, повернула голову к рыжей и принялась отчаянно крутить головой. Но и здесь старуха не стала ждать дополнительных вопросов. Она напомнила: «Ну как же», – демонстративно удивленная и одновременно с ноткой обиды произнесла старушка. «Вот ты». Ее сухой палец вновь прицелился в миловидную женщину. «Ты же сама говорила: приди, приди. Ну вот, я пришла. А колдун привез меня сюда на машине». Задыхаясь от возмущения, миловидная колдунья прошипела сквозь зубы: «Когда я говорила приди? Я вас вижу первый раз в жизни». «Сказала, приди, ответь на вопросы. Сказала, мол, с девочкой что-то случилось». Что за бред? Тут отдельно есть смысл описать лицо Виталика. Именно в этот момент оно было столь выразительно, что заслуживает отдельного упоминания. До этого наблюдавший за происходящим молодой человек мало чем отличался от всех остальных, кто находился на площадке. Внезапно тень пробежала по его лицу. Дрогнули пальцы рук, он резко вдохнул и замер. Щеки его стали серыми, потемнели глаза, рот приоткрылся, дрогнули губы. Кончиком языка он облизал их, повернул голову к миловидной женщине и произнес: «Ты это говорила у памятника». Виталик произнес это тихо, будто машинально, ни к кому не обращаясь, но женщина его услышала. Сначала машинально повернула к нему голову, будто отмахнувшись, произнесла: «У какого еще памятника?». Отвернулась, тут же осеклась, вновь повернула голову к Виталику, но теперь медленно. И та же тень прошла и по ее лицу. Женщина свела брови, посмотрела на старуху. Больше она ничего не говорила. «Потрудитесь объяснить», – поинтересовалась рыжая у колдовской команды. Но Виталик лишь рот приоткрыл, а миловидная женщина похлопала в ответ губами, не издав при этом ни единого звука. Рыжая вновь посмотрела на старуху, та же повела одним плечом и коротко пояснила: «Они пытаются понять, похожа ли я на фотографию с могильной плиты». Старуха повернулась к колдунам и сказала: «Не похоже. То не моя фотография. Мою вешать побоялись, взяли родственницу».
В таких случаях так делать можно, это не опасно. Старушка вновь посмотрела на рыжую и, видимо, посчитав, что время пришло, напомнила. Мы договорились, я прохожу твои испытания, а ты выполняешь мою просьбу. У меня она только одна. Тот, кто тебя сюда пригласил, должен сам сюда явиться. Надо мне с ним кое о чем поговорить. Это невозможно. Конечно, это возможно. Без промежутка, словно ждала этого ответа, парировала старуха. Замани его сюда, придумай какую-нибудь причину. Ты же это умеешь. Некоторое время над съемочной площадкой висела абсолютная тишина. Это была тишина размышлений рыжей. Все ждали, что она скажет. Все знали, что она скажет. Это было настолько очевидно, что она не стала произносить слово «нет». Она демонстративно мягким, сочувствующим голосом, пристально глядя на старуху, произнесла: «Либо вы покинете площадку самостоятельно, либо вас проводят». Старушка вскинула свои блеклые бровки и руки развела от удивления. Ее губы задрожали, и она плаксиво, в точности подражая интонации рыжей, сказала: «Но это невозможно». «Поверьте, это возможно», — усмехнулась рыжая и повернула голову к охраннику. «Проводите женщину к выходу». Охранником подрабатывал приятный мужичок с пышными усами. Внештатник, старый служака. Мужичок хоть и приятный на вид и в разговоре, но службу свою нес исправно. Он не стал задавать лишних вопросов, не проявил ни малейших сомнений, повернулся и направился к старушке. Та, в свою очередь, не стала сопротивляться, едва он дал ей понять, в какую сторону двигаться, направилась следом за ним. Чтобы понять, что произошло дальше, придется рассказать то, о чем многие из участников событий узнали значительно позже. Но здесь есть смысл нарушить хронологию событий, так как картина нарисуется более понятно. В близлежащем поселке, как и в райцентре, и еще в нескольких поселках вокруг, произошло странное событие, которое было тем страннее, что произошло оно везде одновременно. Словно с ума посходили все домашние животные. Собаки, кошки, по слухам даже птицы и попугаи буквально слетели с катушек. Позже об этом была пара публикаций в местных СМИ. Накладывая одно событие на другое, можно с уверенностью заключить, что происходило это как раз в тот момент, когда старушку выводили со съемочной площадки. В радиусе нескольких километров все домашние зверюшки ополоумели. Сидевшие дома собаки и кошки метались из угла в угол и издавали удивительные звуки. Они лаяли, и скулили, мяукали и шипели. Находились такие свидетельства, что и вовсе ставили в тупик, а то и пугали. Один мужик клялся и божился, что его кошка какие-то булькающие звуки стала издавать, из которых можно было сложить предложение и даже уловить смысл этого предложения. И смысл, надо сказать, был далеко не дружелюбный. Мужик утверждал, что его любимая кошка вдруг сообщила ему, что его ждет месть, и что так ему это не пройдет. Причем, что любопытно, мужика удивило не столько, что его кошка заговорила, сколько сам факт, что его милый пушистый зверек умудрился накопить такую лютую ненависть к своему хозяину, который никогда его не обижал и даже пальцем не трогал. Преданно и регулярно кормил и выпускал погулять. Одним словом, историй было много. Люди общались, делились наблюдениями и со временем пришли к выводу, что все это байки. Разве что прямые свидетели событий, перепуганные своими собственными питомцами, по большей части остались при своем мнении. Сторонние же наблюдатели, чем более и подробнее вырисовывалась картина, тем меньше в нее верили. Охранник вывел старуху из арендованного ангара на улицу, они прошли мимо свалки металлолома, приблизились к внешнему забору, охранник протянул руку, взялся за ручку, приоткрыл дверь. Он было повернул голову к старухе, но краем глаза заметил некое движение снаружи. Когда глянул туда, то невольно отпрянул, рука дернулась, закрывая дверь. Отойдя от калитки, охранник глянул сквозь рабицу забора, и глазам его предстала картина, которая вряд ли кого-нибудь могла оставить равнодушным. К территории съемной площадки стремительно приближались. Тут точно не скажешь, кто именно приближался. Все, что могло ходить, бегать, ползать и летать, за исключением разве что людей, сходилось, сбегалось, сползалось и слеталось к периметру арендованного склада. Охранник тяжело сглотнул. Он медленно перевел взгляд на старуху, та, в свою очередь, лишь пожала плечами и слегка наклонила голову на бок.
В этот момент где-то высоко в небе грохотнуло. Охранник поднял голову, проследил глазами за сползающимися тяжелыми свинцовыми тучами, опустил голову, и взгляд его снова уперся в глаза старухи. Секунду назад она смотрела добродушно и весело, но сейчас охраннику показалось, что взгляд этот не несет ни добра, ни уж точно чего-то душевного. Мужчина ничего не говорил, не спрашивал, не уточнял. Опустил голову, ловко повернулся на каблуке и пошел куда-то в сторону, куда-то в дальний угол отгороженной территории. По пути закурил и так и растворился в чернейшем от надвигающейся грозы воздухе, окруженный клубами сигаретного дыма. Старуха проводила его взглядом, обернулась к двери склада. Оттуда на нее смотрело несколько пар глаз. Глаз, которые так же, как и глаза охранника, успели оценить происходящее. Видели собравшихся бездомных собак, к которым то и дело присоединялись и домашние питомцы. Воронье облепило забор так плотно, что казалось, сам забор из них и состоит. Черный, бешено орущий, каркающий забор. В небе начало грохотать пронзительно. Надо было видеть, как старуха возвращалась в ангар. Никто не решился встать у нее на пути. Да какое там на пути, ей только что лепестки роз под ноги не бросали. Что-то было в этой картине дикое и обреченное. Старуха вошла в ангар, ни на кого не обращая внимания, протопала к ближайшему креслу и, не торопясь, опустила на мягкую сидушку свое кривоватое тельце. Когда она задала свой следующий вопрос, она ни на кого не смотрела, но это уже и не было нужно. Адресат прекрасно понимал, и кому задан вопрос, и что на него ответить. Старуха спросила: «Так я увижу заказчика этих съемок, или мне еще что-нибудь угадать?» Лицо рыжей было бесстрастно. Не знаю, видел ли я ее когда-нибудь такой. Она, не глядя на старуху, набрала номер, поднесла трубку к уху и коротко произнесла: «Вы должны приехать, это очень важно. Кое-что случилось, ваше присутствие совершенно необходимо». То, что было потом, передать сложно. Вроде бы ничего невозможного физически, но воспоминания сохранились плохо. Будто кто-то поковырялся в голове и немного потер именно этот момент. Словно в тумане я помню силуэт старухи. Какое-то время она сидела в кресле. Вроде ходила по площадке туда-сюда. Потом она делала какие-то манипуляции, а потом я помню, как ее тело повисло на веревке. Помню ее силуэт в темном углу покачивает. И все. Как-то так и обрывались мои воспоминания. Я проснулся утром. Надо сказать, пробуждение было резким. Как падение самолета. Целый ворох переживаний, которые ты не можешь распределить в своей голове. Поток беспокойств. И вот я сижу на кровати, тяжело сглатываю, смотрю перед собой, пытаюсь понять, на каком я свете. И тут в ухо мне начинает визжать будильник. Еще минуту я смотрел на будильник. Реальность с трудом пробивалась к сознанию. Я пошел в кухню, выпил стакан холодной воды. Завибрировал телефон, я ответил. Звонил Серега, водитель. Спросил, готов ли я. Я машинально ответил, что готов. Он напомнил, во сколько и где мы встречаемся. Я отключил телефон и свел брови. Мозг продолжал оборону и не желал принимать действительность. В то же время этот звонок успокоил меня. Видимо, какой-то жуткий сон выбил меня из колеи. Сам сон я в тот момент вспомнить не мог. Просто в голове творился кромешный хаос и неразбериха. Все мои действия этим утром были машинальными. Умылся, побрился, проглотил завтрак. Добрался до места встречи, сел в машину. Только когда спустя пару часов дороги мы подъехали к ангару, в голове стали проступать воспоминания. У ангара стояло несколько полицейских машин, скорая медицинская помощь. Уныло прохаживались в разные стороны сотрудники правопорядка. На нас они посмотрели, но как-то без особого интереса. Они занимались своими делами, а мы, похоже, им не очень мешали. Видимо, наше появление было ожидаемо. Я посмотрел на Серегу. Мне показалось, что его состояние походило на мое. Та же растерянность в глазах. Спустя еще час вся съемочная группа переминалась с ноги на ногу перед воротами старого склада. Все проезжали кто на чем и сбивались в одну молчаливую толпу. Перебрасывались короткими, будто испуганными взглядами. Никто ничего не говорил. Когда приехала рыжая на своем Мерседесе, все внимание было приковано к ней. Молчаливое, гнетущее, молящее внимание. Мне показалось, что рыжая лучше понимает, что происходит. «Съемок сегодня не будет», — сказала рыжая. «Проект, на который вы приехали, заморожен. Но есть хорошее предложение по прямому госконтракту. Шоу на федеральном канале.
Вы все уже приняты в команду, если вас это устраивает. Договоры надо будет переписать. На неделе зайдите ко мне в офис. Все уже подготовлено. Сейчас можете ехать домой отдыхать, здесь работы не будет. Мы уже готовы были развернуться и уйти, но одна наша активная сотрудница, такая миловидная ведьмочка, не удержалась и выдавила из себя вопрос. «А что здесь случилось?» Все посмотрели на женщину осуждающе. Мы ведь понимали, что рыжая не ждала вопросов. В то же время украдкой все поглядывали на рыжую, без сомнения ответ хотели услышать все. В первый момент глаза рыжей потемнели, как это бывает, когда она злится, но, видимо, оценив общественную значимость вопроса, она решила сделать над собой усилие и ответила. «Тот, кто нас пригласил сюда, вчера вечером повесился в этом ангаре». Помолчав задумчиво, она уточнила. В дальнем темном углу было обнаружено его тело, так что здесь съемок не будет. Здесь будет следствие, а оно нас не касается. Я вам этого не говорила, ведь это тайна следствия. Единственное, что вы знаете, многозначительно помолчала, это то, что вас ждет очень хороший и выгодный контракт. В этой истории много дыр. Любой, кто ее услышал бы, обвинил бы меня в том, что она словно соткана из обрывков воспаленного воображения, и я принял бы подобную критику. Я и сам был почти уверен в том, что все это плод неспокойного сна. Да, временами складывалось впечатление, что подобный сон посетил многих из нашей съемочной группы, но в то же время никто этого не признавал, даже разговоров на эту тему было немного. Но особенно странным мне казалось то, что получалось, что мы на складе не были и передачу писать не начинали. Не были на кладбище, которое нам порекомендовали местные жители. Старое заброшенное кладбище сразу за лесом. Странная могила на этом заброшенном кладбище, на могильной плите которой нанесены знаки, некоторые из которых наши маги идентифицировали как обереги от ведьмы. Фотография на этом памятнике миловидной женщины в старомодном платье. Ничего этого не было? Но я все это помнил очень ясно. Я проверял это кладбище, эта могила существует. Значит, если всего этого не было и мне все приснилось, то я, видимо, тоже маг или экстрасенс. Как бы я узнал о существовании этого старого заброшенного кладбища? Со временем воспоминания начали отпускать. Навалилась работа, новые дела и увлечения. Я проснулся среди ночи, как сейчас помню этот момент, сижу на кровати, смотрю перед собой, боюсь повернуть голову. Сон был настолько явственным, что я не мог понять, проснулся или нет. Я снова в этом ангаре. Смотрю на старуху, сидящую в кресле, она смотрит на меня, глаза пустые, мертвые. И только губы ее слегка шевелятся в такт произносимым словам. Веками жители этой деревни боялись подходить к кладбищу. Как надо было их довести, чтобы они не только подошли, но и пустили вас, чтобы показали, куда прийти и что сказать. А ведь они знали, что это за могила, и родители их знали, и родители их родителей знали. И вот здесь убивают эту девочку. И не ее одну, последние 10 лет здесь пропадают молодые девушки. Но вам об этом не сказали, да вам в общем наплевать. Вы же циркачи, вам нужно шоу. Ну так вот вам ваша история, вашего шоу. Тот, кто убил эту девочку, он же и пригласил вас, надеясь, что если такие, как вы, будут разбираться в этом деле, то потом истину будет сложнее откопать. Никто не будет воспринимать всерьез любые обвинения. В ваше время не верят магам и чародеям. Реальное дело превратится в шоу. В каком-то смысле вы соучастники этого убийства. Но кое-что он не учел. Если бы хозяин этих земель был родом отсюда, он бы и в пьяном бреду не сунулся на старое кладбище. Местные лишь воспользовались случаем. Веками они никого не пускали туда, предупреждали и отваживали случайных путников. Но времена меняются. Похоже, сильно достали их, господа. И вот что будет дальше. Вы мне приведете того, кто вас здесь собрал. Я его заберу. Хозяйка этого вашего цирка за то, что выпустила меня, может загадать одно желание. Оно исполнится.
Ко всем остальным я еще один раз приду, и когда это случится, лучше вам поступить так, как надо мне, а не как вам будет казаться правильным». Я глубоко вздохнул, огляделся. Вот и нет больше в моей памяти провалов. Прошлое восстановилось. Теперь я помню весь тот день, которого не было. И я знаю, что я сделаю сегодня. Сегодня я поступлю плохо, потому что сегодня надо оплатить то, что было сделано тогда. Хотя что такое хорошо в наше время? Рыжая станет главредом телеканала. Она станет баснословно богата, а я останусь на ставке. Наверное, она поднимет мне зарплату, но не более того. Сказать правду? Ради друга. Работая я с ним, мои дела пошли бы в гору. Он опытный управленец, не хуже Рыжий. С ним шоу точно процветало бы. И без сомнений процветал бы я. У него есть сильные покровители, и у нее таковые имеются. Вот только есть один должник у Рыжей, с которым не стоит меряться силами. Жаль, что мой друг об этом не знает, и мне безумно грустно, что я не могу ему об этом рассказать. Святых на телевидении нет, каждый где-то и когда-то прозакладывал свою душу. Вопрос лишь в том, кто и когда. Одно лишь ты знаешь наверняка, это день и час, когда счет выставляют тебе. И счет этот надо оплатить. И я его оплачу.